Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Если ты не понимаешь, почему это видео вышло на этом канале, посмотри концовку предыдущего. Да, это путь бомжа. Без доната, без медиа статуса, без медиа бонусов, бла-бла-бла. На самом деле это путь бомжа без работ, без пособий, без каких-либо способов заработка. Только мусорки, только хардкор. Начал я его, конечно же, на новом сервере Dallas. Где еще, ребята, камон. Так как я на этом сервере только словил статик и ничего более, у меня больше нет. У меня даже банковский счет здесь не открыт. Появился на аэропорту, как и любая печенька, и, конечно же, карта у меня стандартная. Надо будет заменить на карту Логана Флетчера. Первым делом решаю бежать на работу автобусника, чтобы у меня не было пособия по безработице. Арендовать транспорт — это для слабаков. Где вы видели бомжа на арендованном транспорте? Конечно же, мы побежим пешком. За весь этот путь я ни разу не воспользовался арендой транспорта. Лишь однажды я воспользовался тем, что меня подвез один мужик. Устраиваемся на работу, и вот вам моя статистика. Никаких работ, никаких игр. Я вообще здесь не играл ни разу. Да, этот путь я должен был начать днем, но у меня была бессонница, и я решил в 4 часа утра залететь, так сказать, по приколу до рестарта. Вначале я подумал, что лута в мусорках почти не будет, но на самом деле я глубоко ошибался. У себя в голове я разметил несколько точек, которые я знаю наизусть, и решил по ним сразу же пробежаться. В первой же мусорке я нашел обновку в виде охуительных синих штанов. Девки, блядь, берегитесь, сучки. Следом я пробежал одну мусорку, но потом вспомнил, что там может быть что-то интересное, так как мой друг сказал, что однажды нашел там пакетики Green или Blue, я даже не помню. И да, удача меня не подвела. Пару штанишек, замок для транспорта, пустая пачка сигарет. Зачем мне это, пока не знаю, но пачка сигарет и штаны можно будет точно продать. Изначально нам надо поставить, конечно, какую-то цель. И эта цель будет начальный автомобиль. На самом деле, без моих ограничений, на него можно заработать буквально за полчаса, может быть час, не знаю. Но у нас будет немножко посложней. В самой вкусной мусорке из всех возле офиса нашел пару кружечек кофе и сразу же решил их залутать. Сейчас моими главными целями были мусорки возле первого магазина, возле казино, возле заправки недалеко от казино, и там уже как пойдет. У магазина мне подвернулась всего лишь одна отвертка. Но в это утро удача была на моей стороне, и я нашел сразу же заведенный автомобиль. Конечно же, все это было построено админами и моими друзьями. Да, вначале я зачем-то собирал удочку, сигареты. Тогда я еще не понимал, что мне это не нужно. В следующей мусорке я нашел уже более вкусненькую фигню, а именно 2 бонга. На новом сервере они стоят достаточно неплохо, поэтому я вышел в плюс сразу примерно на 5000. Пустые мешки, стяжки, все нам это нужно, даже пустые пачки сигарет. Все же машина — это офигенный буст, и я, кроме вот этих мусорок, что запланировал, могу проехать еще больше. В одной из мусорок нашел офигенную для себя шапочку эльфа, хотя под конец она меня, конечно, немножко задолбала своим бренчанием. Но не волнуйтесь, в середине мы ее сменим. В этой же мусорке выкинул удочку и всякие сигареты. Как же я обожаю моменты, когда ты открываешь мусорку, а там куча годных вещей, конечно же, годных вещей. Но, конечно же, все это я забираю, потому что все это нужно. Осознавая, что я не знаю, когда владелец машины выйдет из игры и она у меня пропадет прямо из-под жопы, принимаю решение ехать на рынок, чтобы слить все, что у меня накопилось, так как инвентарь уже жмет карман. Видя, что машина еще не пропала, принимаю решение ехать вокруг штата, чтобы облутать как можно больше мусора до начала рестарта. Но, к сожалению, нет ничего вечного, и моя машина по непонятным причинам просто решает загореться.
Да, Мерсик, я буду по тебе скучать. Что ж, продолжаем свое путешествие дальше на своих двоих. Зайдя по дороге в мусорку возле ключика, нахожу несколько ключей. У меня нет телефона, чтобы проверить их работоспособность. И в целом шанс то, что хоть один ключик будет рабочим, действительно очень мал. Но я принимаю решение сделать первую свою покупку, а именно телефон. Ближайший магазин находится в 5 минутах ходьбы от меня. Ну, или бега. И я сразу же отправляюсь туда. Купив сим-карту, я хочу проверить, есть ли рабочие ключики. О да, это утро действительно становится легендарным. У меня целых 2 рабочих ключика. Один от так называемого склада, а второй от обычной машины. По карте и та, и другая от меня далеко. Почему-то в тот момент я не сильно волновался насчет этого. Я побежал в следующую мусорку. Как оказалось, зря, она была полностью пустая. Слава богу, мне попался какой-то неравнодушный водитель и решил меня подвезти. Чтобы было честно, я предложил ему взамен бонг, но он отказался. Спасибочки большое. У меня есть бонг лишний, можете в благодарность дать? Что тебе нужен? Да не надо, спасибо. Ну ладно, спасибо большое, доброго дня тебе. К моему удивлению, первая машина была уже заспавлена на карте, значит на ней кто-то ездил. А вот вторая была полностью в моем распоряжении. Да, не густо, но в любом случае это лучше, чем ничего. Да и, ребят, какой реально был шанс в то, что из мусорки я найду рабочий ключик, так еще в одной из машин будет хоть что-то. Забираю отсюда все, что могу забрать. Некоторые, правда, решил потом вернуть. И да, после этого всего ключик я не выкинул. И еще через несколько дней я проверил багажник этого авто. Они решили не менять ключик. Но, к сожалению, у меня не было второго уровня, чтобы забрать все эти вкусности, поэтому я оставил их просто там. А уже на следующий день они сменили замок. Далее я принимаю решение ехать за второй машиной. По приезду я обнаружил, что машины там уже нету, и она находится совсем в другом месте. Интересная история, значит она уже перемещается по городу. Значит чел онлайн. Очень опасная ситуация. До рестарта остается 14 минут, и я принимаю единственное правильное решение – ехать на ключик. Чтобы после рестарта сразу заспавнить ее на ключике. Перед этим еще заезжаю на рынок, чтобы продать всякий хлам. Рестарт, конечно, немного задержали, но идет подключение, захожу в сеть. Простите, нужно создать хоть какую-то интригу для этого видео, поэтому все, что я налутаю в этой машине, будет в конце видео. А чтобы на протяжении основной части вы никак не могли это увидеть и понять, я передал все другу. Но это не тупой лютый кликбейт. Зайдя на следующее утро, каким-то магическим способом почти все мусорки были пустые, учитывая то, что было почти 2000 онлайна. Слава богу, в какой-то момент мне подвернулся рабочий мопед. О, Ну, реально, кстати, если бы скутер... Заведенный скутер. О, Я же говорю, ну ты бы... ну да, блять. Правда, в один момент я его потерял очень глупым способом. Чего? Я заглушил свой мопед. Ну, все, теперь пешком. Не был богатым, нефиг остановить. Бля, да, не были богатыми, не было нечего и начинать. Первая мусорка, в которой хоть что-то было в этот день, это 2 пары обуви. Потом пару пачек сигарет с мешком, и по пути я решил забежать в банк, чтобы открыть лицевой счет. Так как бегать по всему штату с наличкой как-то не очень безопасно. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Да. Блять, мразь, ты лутал мусорку мою, ты чё, блять? Или нет? Да, невидимая мусорка, просто имба. Тут невидимая мусорка есть? Да, тут невидимая мусорка. Вот тут справа в углу, правее. Ну, не правее, по этой стене, но в другую сторону. Вот, да. Вот она. Ну, мразь. Далее я пересел на велосипед, и мое путешествие стало намного интересней и веселей. Теперь я до первого хрумстика.
Наконец-то, блядь, хоть что-то, ёбаный мой рот. Что это у нас такое? Верх, фиолетовая куртка. Ну все, ебать. Ну чисто балас гэнг. Балас гэнг. О, парочку серых маек. Пойдет на продажу. Ладно, наклевывается, Дань, что-то уже. Поднаходя еще несколько видов разной одежды, я проезжал мимо трупика и увидел, что валяется парашют. Я подумал, неплохо, это как минимум $3000, можно залутать. Но оказывается, для Маджестика нет разницы, оружие или парашют, качая второй уровень. Подъезжая к одной из мусорок, я увидел, что там мусоровоз. Прям перед моими... А, нормально, с нее ничего не пропало. Эй, поосторожней, блядь. А нахуй я кавказский акцент сделал, блядь. Вырежу нахуй апельсинчики сюда. Это моя мусорка. Больше сюда не приезжай. Действительно, в этом прохождении два моих главных врага — это лутеры, которые также ездят по мусоркам, а также мусоровозы, которых было реально много. Мало-помалу забил инвентарь и решил отправиться на рынок, чтобы все это продать. На самом деле, как бы ни казался смешной заработок на мусорках, это действительно неплохая вещь. Так как все начальные шмотки, вот эти все майки, штаны, обувь, шапки, все это может стоить достаточно неплохих денег, особенно если продавать в хорошем количестве. У одной из мусорки встретил вот такого чувака. Если знаете, что он делал, напишите об этом в комментариях, потому что я в полной растерянности. Иногда мне действительно казалось, что какая-то невидимая сила помогает мне, так как я нашел пистолет и 2 пачки патрон. Но пистолет был сломан, да и второго ранга у меня также нету. Заскочил на Marketplace и повыставлял все барахло, что у меня было. Сколько было удачи в этом видео, столько было неудач, так как в один момент случилась аномалия с моим велосипедом, он просто перестал ехать. Так что в очередной раз мне пришлось продолжить свой путь пешком. Пока я бежал до следующей мусорки, начались продаваться первые товары. Ни на что не буду намекать, просто бежал, просто стоит заведенный мопед. В следующей мусорке нашел модный прикид. Приоделся и, как по-вашему, модник или нет? Ну, медятина мед. И да, в один момент я опять заглушил свой мопед. Нашел офигенную худи сам Bloom Radio, и с ней не расстанусь уже никогда. У меня все время была простая тактика. Я бегаю по мусоркам плюс-минус примерно, в которых я знаю, что будет. Услышав счастливый телефон, решил, что не буду игнорировать этот подарок судьбы и залутал с кайфом денежку. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Был в баг войса, решил перезайти, и когда вошел, зазвонил счастливый телефон. Какая-то девочка стоит. Я уже договорилась, за тобой едут, блять, последний понедельник нахуй живешь. Поймите, я ничтожная мелкая медика, никому нахуй не надо подстраивать мне какие-то плюшки. А сразу следом нашел заведенный мопед. Ну, я тут реально ни при чем, поверьте мне. Как по мне, следующая мусорка самая была вкусная. Да, вещи там были дешманские, но по наполненности она была реально смачная. Прямо у пацанов на гелике увел 3-й счастливый телефон за это видео.
Еще раз позвонишь, убью нахуй! Понял? Козел, блядь, недоделанный! Проезжая по городу, меня сбила машина. И, к сожалению, мой мопед залагал. К счастью, я нашел потом сразу следующий, но его я также бездарно проебал. Что ж, заскочив в банк и подбив все свои денежки, я понял, что мне хватает на машину. Ох, сколько я часов потратил на пустой бег просто по улицам нашего штата. Наконец-то у меня есть поджопник. И по инерции залутал еще несколько мусорок. Открыл для себя, кстати, неожиданно вкусную мусорку прямо возле Марабунты. Теперь на Далласе постоянно в нее заезжаю. Печально, что за этот путь я находил много классных и красивых вещей, но по стечению обстоятельств они почему-то все были женскими. Заскочив в очередной раз на рынок, решил выпить зелье Рагнарёк. Вставило меня не по-детски, а вот по-детски прикопался какой-то полуфабрикат. Ты это мне сказал? А? Ты это мне сказал? Ты чё, молочный зубик? Потеряйся отсюда. Чё ну? Давай, да, о да. Да. Знаете? Вот так я и пролежал оставшиеся несколько минут. В следующий раз увидел я этого полуфабриката уже совсем в иной позе. Тут не на 30 дней. Подождите, пацаны, у меня к нему есть один вопрос. Он просто спрашивал меня, что я в ногах лежал. Братан, что ты сейчас в ногах лежишь? Почему так произошло? Скажи мне, почему так произошло? Почему так, нахуй? С тебя пример беру. Правильно, бери пример с лучших, братан. Удачки. Все, хорошего вам вечера, парни. Хорошего вечера. Что ж, настало время вернуться в начало видео и узнать, что же было в багажнике той машины. Да, кроме прикольных плюшек, тут было 2 списанных дефика. Ребят, ну это просто вау. Так как на Далласе каждый из них стоит почти 250 тысяч. Я вызвал друга, он отдал мне все, и я поехал выставлять это на маркет. Я их выставил по 230, чтобы не загибать цену и чтобы быстрее получить прибыль. Что ж, надеюсь, в этом видео вы заметили, что не было анимашек по подписке. Потому что если вы пришли только из-за этого видео и хотели подписаться, чтобы увидеть еще подобное, я этого не хочу. Хватит снимать пути с нуля, хватит снимать пути бомжа, остановитесь. Это мусорный контент, который недостоин вашего внимания.